Всем привет! Сегодня, кстати, будет небольшой такой мини-выпуск, не про ремонт, а небольшая вот реставрация и переделка. Переделаю этот стол, как я обещал в третьей серии. Переделаю специально для распилочной пилы. Немножко там укреплю, поставлю деревяшечки, приделаю. И, конечно, бонусом переделаю вот эту прекрасную советскую лестницу, стремянку. Ей уже 50 лет, скорее всего, она 70-х, 80-х годов сборки, поэтому меньше слов, больше дела, поэтому погнали. Так, у меня план такой, что получается у меня есть такой стол, мини-стол, и хочу вот эту верхнюю часть просто переделать здесь вниз, поставить распилочную пилу, и у меня получается будет вот такой вот импровизационный стол распилочный, поэтому сейчас вот это уберу, вот это переверну. Так. Стол, кстати, тоже советский, старый. Так, теперь сверху хочу положить, получается, вот этот стол. Сейчас его быстренько разберу и поверхность положу уже сверху. Так, у меня, кстати, от мебели еще остались такие вот деревяшечки. Они идеально сюда подходят. Сюда. Я сейчас отмерю и распилю ее. И уже закреплю. Поэтому вот так вот.
Так, я уже нарезал заготовочки. Сейчас просто будет прикрутить их к раме стола. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Ну что, как-то вот так вот я укрепил этот стол. Теперь он у меня шире. Распилочный стоит на нижнем столике. И теперь у меня такой вот широкий стол. Могу резать что угодно. Сейчас быстренько все это закреплю шурупами. И, в принципе, готово. Так, ну что, как я и говорил, в этой мини-серии я отреставрирую вот эту великолепную советскую стремянку. 4 ступеньки и верхняя, получается, 5-ступенчатая. Она, здесь как написано, с 70-го года примерно, года выпуска, и уже 50 лет, но служит до сих пор, поэтому выбрасывать, конечно, это жалко. Отреставрирую и буду дальше использовать. Так, ну первым этапом я, получается, уберу ступеньки, хочу также старую краску убрать, немножко пошкурить и покрасить. Так что меньше слов, больше дела. Обязательно досмотрите до конца. Все вместе узнаем, сколько я потрачу на эту реставрацию. И нужно было ли это делать, или просто надо было купить новую алюминиевую стремянку. Я даже не представляю, сколько ремонтов эта стремянка пережила. Как минимум, эта стремянка пережила мой ремонт в квартире, который я, к сожалению, не снял. Еще не был блогером на ютубе. Сейчас она мне пригодилась в ремонте в доме. До этого, естественно, отец использовал ее тоже по назначению в ремонтах. Очень нужная вещь. Так, ну что, я вот разобрал. Осталось вот столько вот мусора. Старые шурупы, деревяшки. Поэтому сейчас нанесу средство для удаления краски и буду ждать. Так, ну что, берем такую вот чудо-баночку и наносим уже на лестницу. И надеюсь, краска старая отойдет очень хорошо. Таким обильненьким слоем надо нанести, как я понимаю, в инструкции написано. Ну, если краска не отойдет, то да, старым методом, болгаркой все почищу. Конечно, хорошо было бы надеть маску, но мне так лень, если честно. Но зато перчатки одел. Сейчас нанесу, и примерно полчасика, часик надо будет подождать, поэтому вот так вот. А еще также сейчас нанесу на эти деревяшки тоже эту жижу. Эти деревяшки от кресел, по-моему, которые разбирал в первой серии. Поэтому они идеально пойдут под новые ступеньки.
Как-то так. Так, я уже нанес жижу, поэтому это, в принципе, до. И позже уже засниму, как будет после. Так, до такого состояния я смог почистить, но все равно очень плохо на самом деле. Поэтому завтра уже приеду и буду чистить щеткой на болгарку. И уже буду наносить грунт и красить. Так, смотрите, я уже болгаркой прошел, почистил. В принципе, то, что я вчера делал, размывкой краски наносил, в принципе, я просто время потратил. Надо вот сразу же болгаркой все это чистить, и быстрее было бы. Сейчас нанесу грунт, уже предварительно почистил, обезжирил, грунт и краска. Так, нанес я уже грунт, немножко подожду, и нужно будет уже красить. Так, пока сохнет, получается, грунтовка, я обнаружил, что, получается, вот эти вот досочки, которые я вчера хотел подготовить, они не особо подойдут для ступенек, потому что чуть-чуть не хватает длины. Поэтому я возьму, в принципе, от того стола, который разбирал. Они идеально подойдут, тоже сейчас отрежу их, и даже ничего наносить не надо будет на них. Уже есть какая-то краска, лак, и так сойдет. И, в принципе, наверху, на 5-ю ступеньку, сделаю вот эту. Сейчас отрежу все и подготовлю. Так, у меня есть примеры. Получается, это старые вот эти вот ступеньки. Они, кстати, вот подходят идеально по ширине. Надо просто сейчас будет разрезать по длине и сделать отверстие под саморезы. Так, ну что, вот и покрасил я уже лестницу, стремянку. Сейчас ее быстренько соберу. Если ты досмотрел до этого момента, то я тебя искренне благодарю, потому что это действительно поможет в продвижению этого канала, этого видео. Если тебе понравился такой формат, это видео, то подпишись, также поставь лайк, напиши комментарий, что тебе понравилось, что не понравилось. Та-дам! Ну что, наконец-то я доделал. Теперь как будто с завода новая стремянка появилась. Но нет, ей 50 лет. Так, ну что, наконец-то я доделал эту стремянку великолепную. На мой взгляд, очень хорошо выглядит. Прям вообще офигеть. Я не знаю, даже может быть сейчас нигде не такой найдете в таком хорошем состоянии, как вот это вот, то, что я сделал. Также в этой серии я доделал этот распилочный стол. Потом, может быть, покрашу, но это когда-нибудь потом. И, как и обещал, сколько стоит вот эта реставрация. 2 банки краски синего цвета. Такого вот среднего размера грунт серого цвета. И пару мешочков, получается, шурупов и гаек.
И это вышло примерно 25 евро. Поэтому за 25 евро вы никогда нигде не найдете вот такую великолепную стремянку, либо лестницу. Потому что все то, что продается в маркетплейсах или строительных магазинах, все это дешманское, ну как дешманское, на самом деле дорогое, но очень нехорошего качества, алюминиевое. Поэтому кому как, я буду использовать дальше вот это вот. Может быть, кто знает, может опять 50 лет прослужит в моей семье. Поэтому, если вам понравилось, напишите в комментарии, поставьте лайки. И также увидимся, получается, в следующей серии. Пока. И не забывай подписаться, если понравилось.